Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Russian for Dancers. Сегодня у нас будет необычное видео. Я приглашаю вас погулять со мной по балетной Москве. Начнем? Конечно, главное балетное место столицы – это Большой театр. Он находится в самом центре города, недалеко от Кремля. Прекрасное здание, которое похоже на величественный древнегреческий храм, построили в середине XIX века. У Большого невероятная история. От одной мысли о том, какие великие артисты выступали на этой сцене, просто перехватывает дыхание. Думаю, нужно обязательно попробовать сходить сюда на спектакль и познакомиться с новым поколением звезд Большого театра. Но если у вас не получится купить билет на спектакль, такое может быть. Есть другая возможность увидеть театр изнутри. Сходите в Большой на экскурсию. Так вы не только узнаете много нового, но если повезет, даже побывайте за кулисами и увидите репетицию какого-нибудь интересного спектакля. На этой площади, она называется Театральная, угадайте почему, слева от исторического здания находится новая сцена Большого театра. Она меньше главной и построена позже, но часть своих балетных и оперных постановок Большой показывает именно здесь, именно в этом здании. Сбоку от театра проходит улица Большая Дмитровка, которая тоже нам с вами интересна, ведь там находится Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко, а также сквер имени Майи Плисецкой. Сквер имени Майи Плисецкой – это небольшой тихий уголок посреди шумной улицы со множеством офисов, магазинов, кафе и ресторанов. Вы легко узнаете его по огромному муралу. На стене одного из домов художник Эдуардо Кобра в 2013 году изобразил великую балерину Майю Михайловну Плисецкую в образе белого лебедя. Позже, в 2016 году, уже после смерти Плисецкой, здесь установили памятник балерине. Фигура ее Кармен стоит высоко-высоко и наблюдает за тем, как идет жизнь на Большой Дмитровке. Многие, правда, говорят, что ни памятник, ни рисунок не похожи на балерину. Что вы об этом думаете? Кстати, совсем недавно в Москве открылась для посетителей квартира Плисецкой, в которой она жила вместе со своим мужем, композитором Родионом Щедриным. К сожалению, я там пока не была, но планирую сходить на экскурсию, и вам очень советую, если такая возможность есть. Также на Большой Дмитровке можно увидеть музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Думаю, это второй по значимости театр, музыкальный театр Москвы после Большого. В последние годы Стасик, как называют его москвичи, постоянно менялся. Из театра, известного балетами историями и приглашающего международных звезд, он на какое-то время превратился в такую лабораторию одноактных бессюжетных спектаклей. Сейчас театр открывает новую страницу своей истории вместе с новым, молодым и перспективным руководителем. Посмотрим, что из этого получится. Мы с вами говорим сейчас о театрах, но откуда же в эти труппы приходят молодые артисты? Русский балет не играл бы той роли в мире, которую он играет уже очень-очень много лет, если бы не было школ и не было педагогов, которые растили поколение замечательных танцовщиков. В Москве находится одна из самых престижных балетных академий – Московская государственная академия хореографии, или МГАХ. Это старейшая театральная школа Москвы. Ее история начинается в 1773 году. Только подумайте, сколько лет нашим балетным традициям. Попасть внутрь академии вы не сможете, только если получится достать билет на выпускные экзамены или на какой-то концерт. Они проходят в школьном театре. Но вы всегда можете погулять около здания на Фрунзенской набережной и в огромные окна, через огромные окна, посмотреть на то, как в залах занимаются мальчики и девочки, будущее нашего балета.
Я готовила это видео в выходной, поэтому окна пусты. Мальчики и девочки заслуженно отдыхали после тяжелой рабочей недели. Еще одно интересное балетное место Москвы – это театральный музей имени Бахрушина. Наверное, это мой самый любимый музей. Очень уютный, интересный и приятный. Он находится в прекрасном готическом особняке и хранит удивительную коллекцию экспонатов, связанных с историей русского театра, как драматического, так и музыкального. Вы узнаете много нового, если придете в этот музей. Увидите замечательные картины, предметы мебели, вещи, среди которых, например, балетные туфли Марии Тальони. Филиалом Бахрушинского музея является квартира великой русской балерины XX века Галины Сергеевны Улановой. Квартира находится на Котельнической набережной в Сталинской Высотке. Это очень высокий дом, построенный во времена Сталина. В этом доме жили не простые люди, а очень известные актеры, певцы, писатели, музыканты. Дом очень красивый как снаружи, так и внутри. Правда, просто так туда не войти. Дом и сейчас жилой, то есть в нем живут люди. И на входе сидит консьерж, который пропускает только жильцов, их гостей и посетителей музея Улановой. Поэтому, пожалуйста, не забудьте заранее позвонить и сообщить сотрудникам, что вы собираетесь прийти. Дом человека может очень много рассказать о его характере и образе жизни. Чтобы узнать, какой была на самом деле Галина Сергеевна Уланова, приходите на экскурсию в ее квартиру. Здесь вы найдете много ее личных вещей, увидите фотографии и посмотрите, как жили в то время знаменитые артисты. Это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Надеюсь, что однажды вы и сами сможете побывать в Москве и своими глазами увидеть все эти прекрасные места. А пока я буду рада, если вы расскажете мне, какие балетные места есть в вашем городе. Большое спасибо за внимание и до новых встреч!